Всем привет! С 1 января 2021 года органы теряют возможность регистрировать декларации о соответствии. Теперь данная функция будет возложена непосредственно на самого декларанта. То есть декларант должен самостоятельно зарегистрировать декларацию о соответствии. Регистрация декларации только на первый взгляд кажется простой. На самом деле там хватает своих нюансов. И, конечно же, рынок не оставит в беде своих клиентов. Поэтому рынок на данный момент предлагает уже аж 4 решения данной проблемы. Давайте разберемся, какие варианты предлагает рынок. Вариант первый – обучение. Вариант второй – комбинированный. Вариант третий – под ключ на другое юрлицо. И вариант четвертый – под ключ, но на ваше юридическое лицо. А теперь поподробнее о каждом из этих вариантов. Итак, вариант первый – обучение. Вообще регистрация декларации делится всего лишь на два этапа. Первый – это подготовительный, и второй – непосредственно сама регистрация. Подготовительный входит набор программных обеспечений, которые необходимо будет поставить на свое рабочее место. И второй этап – это непосредственно сама регистрация, где надо научиться пользоваться системой ВГИС. Оба этих этапа вам расскажут, покажут и проведут за ручку, как это необходимо делать. После чего вы можете регистрировать декларации сами. Конечно, есть опять-таки куча нюансов с разной продукцией, это разные нюансы. Но если у вас однотипная продукция, в принципе вы можете освоить самостоятельное декларирование. Комбинированный. Это когда вы используете свою электронно-цифровую подпись и отдаете ее своему партнеру, который сделает все эти шаги, этапы за вас. То есть, другими словами, этот вариант основан исключительно на доверии. Если вы доверяете своему партнеру, то ничего страшного здесь нету. Вы получите зарегистрированную декларацию практически без головной боли. Альтернатива второго комбинированного варианта – это когда регистрация осуществляется при помощи ваших партнеров, но удаленным способом. То есть вы даете доступ к своему рабочему месту, удаленный через интернет, и ваш партнер регистрирует декларацию за вас. При этом электронно-цифровая подпись никому не передается физически. Вариант третий. Регистрация декларации на другое юридическое лицо. Это когда вы заказываете декларацию не на себя, а на вашего партнера и пользуетесь его декларацией по доверенности. Такие варианты вполне рабочие и присутствуют на рынке. Все эти три варианта мы предлагаем оформить в рамках нашей компании. И вариант четвертый, который появился сравнительно недавно, это под ключ, но на ваше юридическое лицо. Как оно выглядит? Вы даете все данные на вашего генерального директора, а ваш партнер получает за вас электронно-цифровую подпись и регистрирует декларацию на ваше юрлицо. Казалось бы, он очень похож на вариант 2, комбинированный, единственное ЦП еще не надо заморачиваться и все за вас сделают. Но одно но. Выбирая данный вариант, вы нарушаете законодательство практически сразу же. Почему? Потому что начиная с 1 июля 2020 года ужесточили требования к электронно-цифровым подписям, и теперь ее получить может только генеральный директор, нарочно показав свой паспорт. Почему ужесточили законодательство? Да все просто. Участились случаи злоупотребления электронными цифровыми подписями. Соответственно, все, кто вам предлагает такой вариант, они нарушают законодательство, договариваясь с компаниями, выдающими электронно-цифровые подписи. Поэтому избегайте таких вариантов, и да пребудут с вами грамотно оформленные разрешительные документы. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео. Вам не сложно, а кому-то это может быть полезно. Всего доброго, пока!